Кремль назвал условием мгновенной остановки боевых действий, чего требует от Киева. Удар Трампа по Зеленскому. Белый дом заявляет, что украинский президент движется не в ту дверь. Гневное обращение республиканца. Условий для капитуляции нет. Европа готова дальше помогать Украине. Громкое заявление Варшавы для Москвы. Турция ликвидирует последствия большого землетрясения. Что происходит в Стамбуле? Америка должна придержать язык за зубами. Китай ставит условия Трампу. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Америка должна передержать язык за зубами. Китай ставит жесткое условие Трампу, который развязал торговую войну. В Пекине дают понять, если США хотят заключить соглашение о возможном снижении тарифов, то КНР сядет за стол переговоров только после того, как Штаты изменят свой тон. У Си Цзиньпина дают понять, так разговаривать с Китаем нельзя, особенно когда речь идет о больших деньгах. Кроме того, Пекин вновь заявляет, в торговой войне нет победителей. Если США действительно хотят решать вопросы путем диалога и переговоров, они должны прекратить угрожать и прибегать к принуждению, а взаимодействовать с Китаем на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды. Говорить, что они хотят достичь соглашения с Китаем, продолжая оказывать максимальное давление, это неправильный способ общения с Китаем, и он не сработает. А Трамп уже дает заднюю. Накануне он дал понять, что погорячился и уже заявил, что 145% пошлины на китайские товары – это очень и очень много. Он готов их снизить, но к нулю ничего не откатится. Господин президент, можете ли вы уточнить по Китаю? Вы думаете о снижении тарифов? Мы достигнем справедливой сделки с Китаем. Она будет справедливой. Вы сейчас активно с ними разговариваете? Активно. Все активно. Все хотят быть частью того, что мы делаем. Они знают, что им это больше не сойдет с рук, но у них все равно все будет хорошо. И у нас будет страна, которой вы сможете гордиться, а не посмешище для всего мира. Америку надо поставить на первое место после того, как будет достигнут мир в Украине. Такое заявление сделал спецпосланник Трампа Кит Келлог, который накануне таки провел переговоры с украинцами в Лондоне. В частности, Келлог говорит о позитивном разговоре с правой рукой Зеленского Ермаком и уверяет, что настало время двигаться вперед согласно плану Трампа по завершению войны. Ермак же со своей стороны прокомментировал переговоры с Келлогом так. Мы донесли свою позицию и подчеркнули, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и долговременного мира. Мы выразили надежду, что это соответствует представлению президента США Дональда Трампа. Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет отстаивать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основу ее суверенитета и территориальной целостности. Ермак не просто так говорит о территориальной целостности, ведь, как утверждают источники западных медиа, план Трампа – это признание Крыма российским. И признать это должны не только США, Украина, но и Европа. Об этом пишет Рейтер. Пока же Трамп в ярости и накануне вновь ударил по Зеленскому. Ему не понравилось заявление Киева о Крыме, который, как считает американский президент, полностью потерян Украиной. Он задается вопросом, почему Киев сдал Крым без единого выстрела 11 лет назад. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться. Ситуация для Украины тяжелая. У него может быть мир или он может воевать еще 3 года, прежде чем потеряет всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но очень хочу спасти в среднем 5000 российских и украинских солдат в неделю, которые погибают без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского не приведет ни к чему, кроме как к продлению поля боя. А этого никто не хочет. Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого нет козырей для игры, должен, наконец, сделать это. Добивать словесно Зеленского вышла и пресс-секретарь Трампа Ливит. Она уверяет, что Трамп не остыл, а по-прежнему зол, а Зеленский явно идет не в ту дверь. Президент расстроен, его терпение на исходе. Он хочет делать то, что правильно для всего мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были готовы к этому. И, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении.
Аналитики считают, что если Трамп не получит быстро то, чего он хочет, он действительно может выйти из переговоров. Ведь на Украину и Россию ему наплевать. А уже многое и так идет не по плану Трампа, ведь он обещал всем мир еще в январе и за сутки. Вот что о тактике республиканца говорит директор программы «Россия-Евразия» Джеймс Никси. Вашингтон абсолютно может выйти из переговоров по Украине. Это совсем другая Америка по сравнению с той, что мы видели 12 месяцев назад. Америка, которой в значительной степени безразлична судьба Украины, если она не получит желаемого с первой попытки. Если она не сможет решить проблему так, как заявляла и хвасталась, то для этой администрации кажется разумным не ввязываться в то, что она воспринимает как трясину российско-украинской войны. Отставка Зеленского не входит в планы Кремля. Об этом говорит Песков. Он дал большое интервью изданию Le Point. Французским журналистам заявил, что Россия не выдвигала условия смены Зеленского. При этом есть те условия, которые ранее озвучил Путин. Песков также заявил, при каких обстоятельствах боевые действия моментально остановятся. Путин сформулировал их в июле. Не знаю, почему сегодня никто об этом не вспоминает. Есть 4 региона, включенные в нашу Конституцию. Украинская армия должна сложить оружие и покинуть их. Если она это сделает, военные операции немедленно прекратятся. Напомню, что Украина неоднократно отвергала данное условие, ведь не готова просто так отдать те части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые до этого дня Россия не контролировала. Просто так дарить территории Киев не собирается. Но у этой войны нет военного пути завершения. Россия не сможет взять под полный контроль Украину. В этом уверен госсекретарь США Рубио, и его заявления идут вразрез со словами Трампа, который говорит, что Зеленский все-таки может потерять Украину через несколько лет. Давайте послушаем мнение Госдепа США, но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не потеряться. У этой войны нет военного завершения. Нужно быть честными. Россия не сможет просто так захватить Украину и взять под контроль всю страну. И Украина не сможет полностью отбросить их обратно к линии 2014 года. То, что мы сейчас делаем, пытаемся понять позицию России. Теперь мы лучше ее понимаем, потому что наконец поговорили с ними после 3-летнего перерыва в контактах. Мы сделали все, что могли. Мы вложили много времени и усилий на самом высоком уровне нашего правительства. И будем продолжать это делать, пока видим реалистичный путь вперед. Если же на каком-то этапе придем к выводу, что стороны слишком разошлись и прогресса нет, возможно, придется переключить внимание на другие приоритеты, потому что в мире происходит много важных событий. О завершении войны высказалась и Варшава. Там считают, что не время для капитуляции Украины. Тем не менее, спрогнозировать, как и чем завершатся боевые действия, сложно. Мы не знаем, как дальше будет развиваться война, чьи войска потеряют волю к борьбе или у кого первого закончатся боеприпасы. Однако на сегодня мы знаем, что Украина героически борется, а потому нет повода для капитуляции, а Европа декларирует дальнейшую финансовую и военную помощь. Отмечу, что вчерашний день Зеленский назвал эмоциональным. Это касается фактически срыва переговоров на уровне министров в Лондоне и тех заявлений, которые сделал Белый дом. При этом Зеленский заявил, что Украина продолжит действовать согласно своей конституции. Итак, вижу, что в комментариях огромное количество сторонников войны, но верите ли вы сами в окончании войны военным путем? И что думаете о заявлении Марко Рубио, который такой исход считает маловероятным? Да и ситуация на фронте также красноречиво. Уже за полночь по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а мониторинговые каналы и воздушные силы заявили о пуске российских калибров из акватории Черного моря. Кроме того, Россия запустила стаи дронов и баллистику, ею била по Киеву. В украинской столице прогремела серия взрывов. Сообщалось о работе ПВО, падении обломков в нескольких районах мегаполиса. По данным мэра Кличко, как минимум в 4 районах были пострадавшие. Также была выпущена баллистика по Сумам, ракетами закидали Харьков. В половину второго ночи по Киеву в небе РФ фиксировалась активность военной авиации. Было несколько бортов. Ту-95МС, вылет из Оленьи, Ту-160, вылет из Энгельса. Все они носители ракет Х-101. Ты за медиком, туда иди. В
Турции продолжается ликвидация последствий масштабного землетрясения, которое произошло накануне в окрестностях Стамбула. Подземный толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован днем в Мраморном море, всего в 40 километрах от центра мегаполиса. Более 150 человек считаются пострадавшими. Часть из них находится в больницах Стамбула. В основном люди получили травмы из-за панических попыток покинуть здание. Некоторые буквально выпрыгивали из окон или с балконов. На момент записи выпуска информации о погибших не было. Наши поисковые и оценочные работы продолжаются с особым вниманием, и мы очень внимательно следим за процессом. Перед тем, как приехать сюда, я получил самую свежую информацию от руководителя нашего управления по чрезвычайным ситуациям, губернатора Стамбула, а также от наших коллег-министров. На данный момент, слава богу, ситуация не кажется проблемной. В целом, серьезных разрушений жилых домов и критической инфраструктуры не зафиксировано. Временные перебои с электричеством и связью наблюдались в нескольких районах, однако энергоснабжение и транспортная система, включая метро, аэропорты и автомагистрали, остались в рабочем состоянии. Министр внутренних дел Турции подчеркнул, что ведутся масштабные проверки зданий. Сейсмологи отмечают, что текущее землетрясение произошло в районе северо-анатолийского разлома, одного из самых активных и опасных. Ученые не исключают возможность новых толчков и призывают жителей сохранять бдительность. Кадры паники в прямом эфире и видео с камер наблюдения уже разошлись по соцсетям, став вирусными. Кроме того, известно о более 20 авторшоках, включая серию толчков магнитудой 5,3. Эхо землетрясения ощущалось даже в Анкаре и Измире. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.